Вот такой обалденно вкусный и аппетитный суп я сегодня приготовил. Суп со свежей капустой и свиным фаршем. Выглядит аппетитно, получилось обалденно вкусно. А если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Время готовить, и сегодня я решил сделать суп. Дело в том, что я смотрел много блогеров, и они делают все суп с фаршем. Таким образом я никогда не делал, только я делал фрикадельки. И сегодня я решил попробовать сделать то же самое, посмотреть, что у меня получится. А именно хочу сделать суп с фаршем и со свежей капустой. Должно получиться обалденно вкусно. А чтобы время не терять, покажу, что и как я буду делать. Может быть, я вам подкину идею попробовать сделать суп с фаршем. Итак, практически все, что мне надо, я уже приготовил здесь на столе. Часть продуктов не вмещается в кадр. Ну, дело в том, что я беру кастрюлю и сейчас туда нарежем овощи. В первую очередь я взял морковку. Так, отправляем это в кастрюлю. Взял один сельдерей, тоже. Все овощи у меня уже вымыты. Обратите внимание, в этот суп я никакой крупы добавлять не буду, только овощи и фарш. И некоторые специи. Лук. Один болгарский перец. Так. Два помидора. Так. Сюда отправляю 2 лавровых листа. Перец в зернах. Вот так. Я на глаз добавляю. И добавлю сюда куриный бульон. На глаз. Примерно так. Так что солить я не буду. Я перед тем, как солить, я попробую на вкус. И если надо, то еще досолю, потому что бульон сам по себе соленый. Так, заливаю водою. Примерно полкастрюли. И ставлю на плитку. И также обратите внимание, я зажарку делать не буду для этого супа. Я буду пользоваться уже у меня сухой жареный лук такой. Это у меня заменит в качестве зажарки. И из фарша буду пользоваться свиным фаршем. Так он и есть. Сейчас я почищу и порежу картошку и будем ждать, как у нас в кастрюле там все закипит. Итак, шипец у меня хорошо прокипел, и теперь я добавлю сюда картошку. Как видите, я взял 3 большие картошки, и сейчас меленько так порежем и отправим сразу в кастрюлю. Я думаю, что суп получится очень-очень вкусный. Я таким методом еще суп не готовил, так что это у меня первое видео такое суп с фаршем со свежей капусты.
И отправляем это теперь в кастрюлю. И теперь отправляем в фарш. Вот так пальчиками берем и вот так и кидаем. Расправляем. Потому что фарш сам по себе мелкие кусочки, так что должен свариться очень-очень быстро. Я обратил внимание, что на YouTube все чаще и чаще блогеры делают суп с фаршем. Для меня это было немножко новостью, и я решил тоже попробовать сделать. Вот и все, весь фарш уже пошел сюда. Как следует, теперь перемешаем, чтобы сильно фарш не прилип друг к другу и комками не получился. Вот так я накрываю, пускай теперь варится, а мы порежем капусту. Итак, здесь я взял конусообразную капусту, вот так порежем. Я уже повторяюсь еще раз, мне нравится конусообразная капуста, она намного как свежая, чем нормальная капуста, и намного сладкая тоже, и дает лучше сладкий вкус. Это я обратил внимание. Очень хорошо эту капусту добавлять в салаты тоже. Сразу же мы сейчас отправлять это в кастрюлю не будем, а дадим немножко суп повариться там. И сразу же я порежу немножко укроп, который мы добавим в самую последнюю очередь. Итак, на этом все нарезки у нас закончились на сегодня. Теперь дадим супу немножко повариться, тогда отправим туда капусту. Итак, теперь у нас время... Смотрите, как аппетитно все же выглядит. А сейчас будет еще аппетитнее выглядеть, когда мы добавим сюда капусту. И когда уже это сварится, мы добавим сюда укроп. И в это же время мы сейчас добавим сюда жареный лук сушеный. Это моя зажарка. Так. И накрываем, пускай потихонечку минут 10-15 так покипит. Итак, посмотрим, что творится. Выглядит аппетитно, выглядит очень красиво. И картошка у меня сварилась тоже. Итак, на этом суп у меня готовый. Я уже попробовал на соль. Я немножко соли добавил сюда. И сюда теперь я выключаю сейчас плитку и добавляем наш укропчик. О, еще аппетитнее выглядит теперь. Так. Накрываем. И минут через 10 можно это подавать на стол. Ну вот такой финальный результат получился. Честно говоря, это был для меня эксперимент для себя, а получилось обалденно вкусно. И, конечно же, этот суп немножко украсил свежим луком зеленым. Итак, я с вами поделился еще одной идеей, что можно приготовить на обед или на ужин в качестве супа. В моем случае я сегодня приготовил суп со свежей капустой и свиным фаршем. Этот суп был для меня экспериментом, потому что я всегда добавлял туда мясо, а я обратил внимание, что многие блогеры делают суп с фарша, и я решил добавить сюда фарш вместо мяса, потому что фарш это мясо, по идее говоря. И получилось обалденно вкусно. И в конце, как я налил эту всю тарелочку, я украсил зеленым свежим луком, и туда можно еще добавить немножко сметаны. Это по желанию, кто как желает. Или майонез, как у меня младший сын делает. На этой аппетитной ноте хочу с вами попрощаться, пожелать вам самого наилучшего.
Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья желаю. Всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.